сожалению, на 2021 год мы имеем целый комплекс сложностей, с которыми сталкивается российская модная индустрия, особенно в сфере производства. Наверное, одна из ключевых проблем – это отсутствие высококачественных тканей, из которых, собственно, все это модное производство и делается. Точнее, отсутствие их именно промышленного производства, а также достаточно высокие пошлины на ввоз этих тканей в Российскую Федерацию и Таможенный союз. Поэтому многие сейчас отечественные бренды ищут новые возможности пошива и закупа этих тканей, например, в Узбекистане. Что касается крупных именно производств, таких как вот мануфактуры, в частности, в Калуге, то особенно в начале пандемии, как раз ровно год назад, была острая нехватка, как вы знаете, в специализированном вообще не оборудовании, специализированной экипировке для врачей, для тех, кто находится в красной зоне, и, соответственно, было получено большое количество заказов именно на эту первую необходимость. И даже до сих пор большая часть загруза основана именно на пошиве спецодежды. Российский рынок вообще всегда был специфичен с точки зрения люксового ритейл-сегмента, потому что у нас появились такие крупные компании, как Bosco, в частности, Mercury, Jamilco и так далее, которые помогали западным компаниям адаптировать свою коммуникацию, адаптировать даже отчасти свой продукт в нулевые годы для российского потребителя, чей спрос рос пропорционально цене на нефть и вообще благосостоянию населения. Это тоже очень важный момент, к которому мы еще вернемся. Но с развитием интернет-технологий, онлайн-шоппинга, e-commerce и возможности это все анализировать, появление фарфетчей, понимаем, что у бренда появляется больше мотивации избегать промежуточных элементов, таких как ритейлеры какие-то, или франшизи, и самим непосредственно появляться на рынке. Это очевидная и потенциальная угроза для тех, кто занимается именно ритейлом, как мы. И поэтому важным стратегическим решением было бы иметь непосредственно производственную собственную базу. И учитывая, например, что работая с такими брендами, как Max Mara, имея порядка 50 магазинов на территории России, вполне может быть выгодным отшивать в том числе и заграничные бренды, по модели, как, например, собираются Volkswagen в России и другие международные бренды, и сделать это на высоком уровне. То есть на 2017 год было не так много высокотехнологичных производств именно по пошиву одежды, на которые бы рискнули заходить иностранные бренды. Потенциально такие, как Moncler, в частности, или даже Max Mara. И это был изначально такой посыл, что мы бы хотели те бренды, по крайней мере, которые продает Bosco, которые понимают, каким образом реализуются, понимая всю специфику именно всех пошлин, производить в России. Тут, к сожалению, проблема похожая с другими индустриями, креативными в частности, что у нас нет достаточного рынка. То есть не бывает такого, что ты просто у себя назначаешь модный курс, а потом люди его заканчивают, и им просто особо некуда приложить даже в целом свои навыки. И индустрия как раз позволяет формировать запрос на такую квалификацию в университете. Поэтому то, что сейчас у нас преподается, это очень западные все форматы. Я сам просто учился в магистратуре в Лондоне, в институте Марангоне, как раз по фэшн-маркетингу и продакшену. И это очень классные, актуальные и достаточно даже прикладные знания, но не супер прикладные на российском рынке. То есть их можно все знать и на них ориентироваться, но с точки зрения именно бизнеса это далеко не всегда работает. В России абсолютно другая специфика. Недаром до сих пор Dolce & Gabbana главный и у Mercury продающий сегмент. У нас все концепции типа Leform, типа Dries Van Noten, все это говорят 40 тысяч раз, но это не покупают. Жил Сандер, почему, не знаю почему, но у нас Жил Сандер хуже продается и не так актуален. У нас другая такая покупательская специфика в России.
И в основном, наверное, это эффективность для медиа, потому что медиа существует сейчас немножко в отрыве вообще, мне кажется, от реальности, да, именно связанной с продажами. Они рассказывают про свои тренды, рассказывают там про вот всю эту эко-повестку и вот кучу всего такого, потому что это уже просто само по себе. А что по факту у нас реально продается, на что у людей хватает денег, и если хватает, то что это за люди, это немножко, короче, другая ситуация. И это такая чугунная задница реальности, которую не супер приятно осознавать, когда ты начинаешь с этим работать де-факто. Ты думаешь, вау, сейчас сделаем, тут хайбист. Ну, нет. Ну, вот во всяком случае в таком масштабе большом это сложно сделать. Но это не помешает, если ты, например, будешь работать, да, в каком-то узком сегменте, делать крутые, не знаю, там, шапки, как Гарин, например, и понимая, да, механику, как это работает на Западе, работать на западный рынок сразу. И в этом смысле, если наладить всю историю с шиппингом, то это может быть даже намного перспективнее, и там как раз вот эти все скиллы и пригодятся. Там и рынок больше, собственно. Безусловно, столкнулись с определенными сложностями, первой из которых было отсутствие квалифицированного персонала, потому что для работы, в том числе на таких сложном оборудовании, которое там из Италии заказывалось, у нас пока что не было просто людей с опытом. И поскольку фабрика достаточно большая и максимально там до 1500 человек на ней трудится, такого количества, как минимум в Калуге, на тот момент не существовало. И, соответственно, были изначально вместе как раз с администрацией Калужской области, или, наверное, да, администрацией, разработаны специальные программы по повышению квалификации и по интеграции местного населения в именно это направление работ. Вот. И постепенно, действительно, это оказалось сложнее, чем мы думали. И даже там иностранные специалисты, которых мы привозили, не так далеко быстро справляются. То есть не знаю уж, пенять ли тут на классическую русскую ментальность или специфику, но, в общем, это все, к сожалению, не работает по принципу, что вот мы просто берем какие-то крутые технологии, берем всех наших ребят, и неожиданно это получается. То есть это оказалось дольше, чем мы планировали, но вот такой стресс-тест, особенно вот в рамках ковида, когда нужно было шить огромное количество, то есть реально огромное, там, по партиями 200 тысяч там, в неделю медицинского оборудования, позволяло людям получать эту квалификацию, набивать руку. Ну, это на самом деле реально был уникальный опыт для российского производства в принципе. То есть это тогда даже по секрету не только одна фабрика работала, но все фабрики, вообще какие были и меньше в регионе, должны были выстраиваться в определенную цепочку производственную. Вот, потому что кто-то, то есть там это сложная штука, но там кто-то делает один элемент, потом он привозится, и только это позволяло действительно скорость производства этого иметь. Вот. Такие, в частности, бренды, как Max Mara, там, Этра, например, Антонио Марас, Пол Смит, они постепенно накапливали свою фан-базу через, в первую очередь, Bosco Family. То есть изначально была идея сделать комьюнити большой, на тот момент еще не супер очевидная идея, а потом уже это комьюнити знакомится с абсолютно разными направлениями этой деятельности. И вот этот вот такой более, что ли, осознанный подход, где ты не просто там, реагируешь на какие-то международные крупные компании, а постепенно с ним знакомишься, сильно повлияло на развитие вот возвращаемости клиента, что особенно в люксовом сегменте очень важно. То есть, и мне кажется, что даже сейчас, что называется люксовым сегментом, это именно про возвращаемость клиента, когда какие-то не только рациональные вещи, да, связанные там с ценой или скоростью даже доставки, работают в пользу твоего решения оставаться с этим брендом. И от этого зависит все, там, от самого пространства, именно поэтому работа с ГУМом, Петровским пассажем или Мурвокзалом в Сочи и так далее, с какими-то историческими локациями, создание этой атмосферы. И очевидно, что тенденция будет развиваться в сторону того, что масс-маркет и, может быть, даже такой фаст-фэшн будет все больше и больше уходить в онлайн, но при этом вот самый-самый люкс, мне кажется, будет оставаться именно в офлайн, то есть возможность взаимодействовать лично с кем-то,
все еще, мне кажется, будет очень высоко цениться. Ну, безусловно, как бы это мое субъективное мнение, что везде есть своего рода хедлайнеры и такие фрешблады, ради которых все едут в другие места. То есть это, во-первых, тусовка, безусловно, и в этом смысле, отвечаю, в Москве можем устроить тусовку по полной программе. Никто обычно на это не жалуется. А вот как бы с хедлайнерами у нас небольшой трабл, потому что все наши самые крутые хедлайнеры, они зачастую бывают фрешбладами на других неделях моды. И это примерно, мне кажется, как в российской премьер-лиге по футболу. То есть, конечно, есть крутые большие гранды, но типа все равно все хотят уехать играть в какую-нибудь Барселону и так далее. И как только у нас какой-то там бренд действительно начинает импакт делать большой в мире, то он становится мировым игроком, а мы почему-то опять как бы отрезаемся. И тут как бы или надо уже этому, там, например, Гоша Рубчинский, да, с его работой там, с Ком де Гарсоном и так далее, он же не в Москве, да, презентуется, хотя вот он делал это один раз в Екатеринбурге, и это было достаточно круто, вот за что большой респект, и туда поперлись реально журналисты, но нужен синергетический эффект, то есть вот нужен не один Гоша, а нужен там таких чувака 4 хотя бы. И желательно, чтобы мы все скоординировались вместе, они вместе скоординировались, а мы поможем. Вот. И забацали какой-то целостный концепт в Москве. Вот, и тогда, мне кажется, поедут больше.